Хорошо, хорошо, хорошо. Плохо. Хорошо, хорошо, хорошо. Плохо. Хорошо, хорошо, хорошо. Плохо. Жизнь каждого человека устроена таким образом, что для того, чтобы понять, насколько хорошо может быть, человек должен предварительно понять, насколько плохо может быть. Человек, когда попадает в плохие ситуации или когда попадает в плохие истории какие-то, то он может идти двумя путями. Он может сделать вывод и в дальнейшем ценить свою жизнь. И второе, он может не сделать вывод, а обозлиться и дальше быть человеком, который разрушает и который становится вот таким вот, ну, может быть, черным человеком. Хорошо, 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 хорошо. Плохо. Хорошо, 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 хорошо. Из-за незнания философских доктрин очень часто у людей появляются тяжелые ситуации. То есть им кажется, что там нет решения, им кажется, что что-то произошло, и это наверняка ухудшит их судьбу, или болезнь появляется у человека. Но после того, когда болезнь появилась и болезнь эта отступила, то у человека появляется потом оценивание своей жизни. Хорошо, 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 хорошо. Хорошо, 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 хорошо. Хорошо, 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 хорошо. Хорошо, 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 хорошо. Хорошо, 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 хорошо. Хорошо, 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 хорошо. Естественно, если ты не хочешь помнить плохое, а хочешь помнить только хорошее, то знай, что хорошее это обычно появляется впоследствии после чего-то плохого. Таким образом, я могу сказать, что если бы у меня была возможность переродиться и помнить прошлые воспоминания, то я бы вам сказал, что я бы не хотел, чтобы это в моей жизни происходило. Мигрень – это приступ, пароксизм, вызывающийся, как правило, колоссальной головной болью, а также приступами тошноты и рвоты. Очень часто приступы мигрени независимо возникают у человека в любое время. При этом появляется характерная боль в височной части, а также появляются болезненные состояния в глазах, в затылочной области. Человек становится раздражительным, у человека появляются яркие вспышки гнева после окончания болезненных состояний, вызываемых заболеванием мигрень. Человек хочет спать, и у него очень падает энергетика. Для лечения этого заболевания и экологичного лечения этого заболевания я рекомендую использовать препарат компании «Тибетская формула».
Этот препарат называется миграфид. Он купирует приступы мигрени, а также позволяет избавиться от всех симптомов и первопричин данного заболевания, уменьшая количество приступов на протяжении дня, месяца и в дальнейшем полностью убирая данное заболевание, которое очень мешает человеку правильно и полноценно жить. Я рекомендую использовать препарат миграфид. Я решил поставить ведро черешни и посвятить этот просад большому количеству клиентов, которые в моих магазинах будут покупать товар. Помните, я рассказывал? И после этого ребята там играли, детки играли в песочнице, я им вынес целое ведро черешни помыто и ушел. И сам смотрю с окна. Смотрю, один подбежал, схватил, второй подбежал, видят, что нету никого, и начали друг перед другом за волосы трепать, эту черешню таскать. И там кто-то стал, вот так руки расставил, кричит: да тут же черешня бесплатно. И они набежали и начали ее вот так вот есть, эту черешню. Очень много после этого было и клиентов в бизнесе, и хорошие продажи и так далее. Сегодня хотел бы отдельно, наверное, рассказать еще возжигание, воскуривание чеснока. То есть можно взять чеснок, высушить этот чеснок и после этого возжигать и воскуривать чеснок. Я рекомендую это делать, потому что именно воскуривание чеснока является одним из самых мощных методов, которые убирают любую черную магию. Будь то магия вуду, существует магия вуду, она правильно называется ядутона, или удаление черного глаза, правильно это называется бури-назар, или демонических сущностей, это пхутов, претов, то, о чем я рассказывал на семинаре о магии. Так вот, один из элементов убирания вот такой черной магии – это воскуривание и возжигание предварительно подготовленного к этому чеснока. То есть чеснок берется, кстати, можно сейчас свободно приобрести приправу чеснок сушеный, который продается в супермаркетах, в больших магазинах специй во всем мире. Оказывается, воскуривание в квартире чеснока очень эффективно убирает любое зло. В случае, если в квартире очень часто бывает возгорание, убирает возгорание. В случае, если у вас очень часто бьется посуда, можно убрать вот такую вот проблему. В случае, если происходит воровство из квартиры, то именно воскуривание чеснока убирает такую проблему. Воскуривать чеснок очень удобно. Берется уголь для кальяна или берется уголь для воскуривания ладана, покупается в церкви или любом другом киоске. И после этого воскуриваете, это сыпите небольшое количество сушеного чеснока на вот такой вот воскуренный уголь, проходите по квартире, ничего не говорите. В случае, если вам необходимо убрать черную магию или черный глаз, или сглаз, или порчу человеку, или демонических сущностей, то садите человека, возможно, даже так, чтобы он не видел, и вокруг него делаете против часовой стрелки несколько кругов вот с таким воскуренным чесноком. Воды на протяжении дня. И оказывается, что наши почки могут выводить на протяжении дня, в случае, если у них нет болезней, у мужчины, у которого есть 80 килограммов, не больше 2 литров. Тогда пей не менее 2 литров, а там пилонефрит, простатит, заболевания почек. Это все накапливается где? Подкожно, правильно? Когда это накапливается подкожно, то капиллярная кровь идет в середину сосуда сердца. За счет этого увеличивается сосуд сердца, и сердце может просто разорваться. Это называется ночной инфаркт. Тогда зачем врачи говорят, а вы еще не поняли? Дело в том, что если ты убьешь нескольких бабушек, то им не нужно будет в дальнейшем 10 лет выплачивать пенсию. Именно поэтому за счет этого можно заставить человека принимать это все и после этого не выплатить ему деньги. Естественно, такая реклама может идти прямо напрямую из государственного бюджета с целью уменьшения количества людей, которые уже перестали работать. Их же надо как-то убивать. После этого я читаю, давай лечить онкологию или худеть при помощи соды. Да вы что? Да вы что? Попробуйте налейте соду в банку и помойте банку содой. После этого вылейте воду, всегда часть соды останется в банке. Согласны с этим? То есть это о чем говорит? О том, что это макрочастица, которая залипает на баночке. Таким образом, как бы вы потом не писали, часть соды будет оставаться у вас в почках.
Именно потому, что человек кушает печенье, пьет боржоми постоянно, или там минеральную воду, у него происходит нарушение работы почек, и появляются остеопорозные проявления, а также артрозы, солевые диатезы, горб растет на шее. Понимаете, тромбозы сосудов и так далее. Вы представляете? Пейте меньше минеральной воды, не ешьте хлеб, в котором есть сода. Сода, как вам известно, находится везде, куда ни ткни пальцем, даже в колбасе. Естественно, любая выпечка сода, хлеб сода, понимаете, да? Колбаса сода, мясо ферментированное содой. Ферменты дорого покупать, дорогие эмульгаторы, поэтому всюду ее сыпят. Она же самая дешевая, же ничего не стоит. И тяжелая. В колбасу добавь соду, вроде и полезная, и тяжелая колбаса становится, правильно? А после этого еще и худеть от соды, конечно, похудеете. Ну, конечно же, вы похудеете. От соды 100% похудеете. Почему? Потому что забьются почки, после этого белок перестанет формироваться, усваиваться, и после этого начнутся конкретные проблемы. Меня бесят люди, которые начинают лечить все время гельминтов. У меня была женщина, она пришла и говорит: Андрюша, ай, у меня гельминты, они меня заели уже. Я говорю: а вы их что, чувствуете? Она говорит: да, они вот так в ноге здесь кублят. Существует такой метод, который называется обстукивание. Что это такое? Если у вас болит горло или где-то есть воспалительный процесс, вы можете заниматься обстукиванием. Если у человека болит горло, представьте, будто горло у вас покрылось льдом, и вы пальцем прямо вот так его обстучали, ну мысленно, даже пальцем или мысленно. И после этого любого органа, да, горло, глаз там. И после этого, если вы представляете, как лед с него спадает, вновь замораживаете и обстукиваете. Буквально 10 раз, и у вас горло перестанет болеть. Проблема исчезает, горло, да. Проблема горла исчезает только в том случае, если она только в горле. Потому что очень часто это уже запущенное, когда горло болит, и там уже есть обструктивный бронхит. А если обструктивный бронхит, мы его особо не ощущаем. То есть уже стафилококк опустился в легкое, и легкие уже обструктивно начинают закладывать. Горло прошло и начинается, пошло в легкие. Сосульки, нам не важно, куда сосульки. Это не связано с тем, куда они упадут. Мы сосулек, ребят, там сосулек-то нету никаких. Мы это представляем, и это включает какие-то функции, которые связаны с иммунной деятельностью и каким-то элементом влияния на наше внутреннее состояние. Мы люди, но мы не имеем инструкции по эксплуатации своего физического тела. Древние индийские йоги, разбираясь при помощи определенных упражнений с собой, придумали определенный ряд определенных упражнений, которые позволяют работать со своим физическим телом. Вот одно из этих упражнений называется обстукивание. Если у вас где-то что-то болит, вы можете это представлять как воспаление, и после этого на него одевать обморожение и этот лед обстукивать пальцем. Сколько раз лед будет обстукиваться, столько, за счет этого будет происходить комплексное лечение. Что можно обстукивать? Яичники, поджелудочную железу, щитовидную железу. Обстукивать можно горло в случае, если болит. Что? Бронхи? Можно. Не стоит кишечник обстукивать. Нет. Только полые органы можно обстукивать, смотрите, кроме кишечника. Кишечник нельзя. А полые органы можно, любому человеку, полые органы это мочевой пузырь, можно обстукивать. Яичники плотный орган, но его можно обстукивать. Мочевой пузырь, яичники можно обстукивать. Нет, с суставами, помните, я вчера вам давал, представьте дырочку в реке жизни и представьте, как смола выходит, и ее обтряхиваете. Это то, что нужно делать вот с такими суставами. Поняли? Можно, да, маленьким детям можно. Я вам объясню, что такое обет и безбрачие, почему возникает страх перед замужеством, откуда это берется, а также объясню, как это все наконец-то разорвать. И я надеюсь, что мы очень быстро все вместе, кроме меня, все-таки выйдем замуж. Пишем еще одна тайна, которая называется: пока вы свободны,
всегда с кем-то спите. Это не связано с сексом, к радости. А давайте теперь напишем, что же это значит. Всегда с кем-нибудь спите, это звучит так. Спите с медведем, или с какой-нибудь игрушкой, или там сверните одеяло таким клубочком. Обнимайте ногами и руками вот такой клубочек целую ночь. Но здесь есть один секрет. То, что вы обнимаете, не имеет никакого значения. Почему? Потому что в тот момент, когда вы обнимаете такого медведя или такое одеяло, всегда представляйте, будто вас в этот момент этот медведь или это одеяло обнимает тоже. Потому что ощутить, что вас обнимает, это гораздо важнее, чем самой обнимать. Поймите это. Поэтому каждый раз купите себе большого медведя или возьмите там рядом с собой одеяло, как-то скрутите. Когда вы его будете обнимать вечером перед самым сном, представляете, будто это одеяло, не мужчина, обнимает вас тоже. Таким образом, в этот момент, когда вы будете это делать, вот этот момент очень быстро поможет вам найти любимого человека. Даже когда вы не спите, можете это делать. Есть даже такой метод цигуна, который связан с замужеством в Китае. Женщина едет специально в лес и обнимает деревья, вы представляете? При этом она должна представлять, что и деревья ее в этот момент обнимают. Это вот целая система. Оказывается, в случае, если женщина как бы пускает внутреннюю готовность на то, что она готова, чтобы ее кто-то начал обнимать, в этот момент и находятся те люди, которые хотят стремиться это сделать. Потому что часто, наблюдая за женщинами, я вижу просто очень диких людей. То есть я вижу женщина, красивая женщина, умная, но такое создается впечатление, как будто в середине нее живет дикая орхидея или дикая роза. При этом она готова гавкать, отстаивать интересы. То есть это выглядит так. Здравствуйте, девушка. Она говорит, здрасте, и шо? Я хочу с вами познакомиться. Вот еще, ты что, не видишь, какая вся красивая? Ну ты ж холостая, да, а что это он ко мне пристает? Ну так как к кому приставать, если ты холостая? Я хочу вам посоветовать, в случае, если у человека есть артрозы, если есть заболевания, там, переломы, ожоги, существует очень уникальная мазь. Ее очень легко изготовить в домашних условиях. Я бы назвал ее от всего, чем может болеть человек. То есть, если есть угри, от угрей, если болят ноги, от боли в ногах, если есть варикоз, от варикоза, если есть насморк, ее можно там смазывать пазухи носа, если есть боли в ушах, можно в ушко и так далее. Таким образом, можно сказать, что мазь уникальна. Проблема данной мази заключается в том, что она долго не хранится, и ее необходимо делать очень быстро. Используя данную мазь, очень быстро помогло избавиться, вернее, очень быстро начали восстанавливаться кости, суставы. Человек, потом сняли гипсы, начал очень хорошо себя чувствовать. Очень рекомендую данную мазь, она очень известна, я хочу ее напомнить. Ранее во время проведения вебинаров я о ней уже рассказывал. Изготовить ее несложно. Берется кусочек такой 25-50 граммов воска. Добавляется 100 граммов меда, 100 граммов сливочного масла, 3-5 желтков, желательно таких желтых куриных яиц свежих. И добавляется 3 столовые ложки муки. А в случае, если есть перелом и хотите быстрого заживления перелома, или есть растяжение, или ушиб, то добавляется живокост вместо муки. Очень рекомендую. Мазь эта варится, то есть вначале растворяется воск, добавляется мед, добавляется масло, добавляются желтки, после чего добавляется мука. После чего это складывается в банку, мазь становится такая немножечко тягучая, очень эффективная. В случае, если есть ожог, можно смазать
марлевую повязку и прямо этой мазью наложить на место ожога, тоже Чем эффективность лучше лечить просто пролежни на крестце у лежачей больной. Сегодня я давал вам метод, как изготовить мазь. Там в мази воск, мед, сливочное масло, куриные желтки и мука. Сделайте эту мазь, давайте еще очень быстро скажу. Воска 25 граммов необходимо растопить в сковороде или в кастрюльке, желательно в чистой, предварительно вымытой спиртом или водкой. После чего воск растворить 25 граммов, мед растворить 100 граммов, сливочное масло 100 граммов, желательно топленое, желтки куриные, неваренные 3 штуки добавить и муку, желательно первого сорта, 3 столовых ложки. Мука должна быть белая. После этого сделать такую мазь и прикладывать маме на уровень крестца вот такую лепешку. Это поможет действительно. Также для того, чтобы пролежни не возникали, перекладывайте на какое-то время или подложите под маму обычный надувной матрас. Такие надувные матрасы обычно покупают для пляжа. Часто женщины спрашивают, как я могу худеть. Обычно люди попадаются в собственную персональную программу, обычно это выглядит так. Самые популярные: что бы ни съела, от всего поправляюсь. Не могу бросить курить, потому что как только бросаю курить, начинаю поправляться. Слышали, да, такие программы? Я никак не могу выспаться. Да что ж такое, сколько бы ни спала, я никак не могу выспаться. То есть это же сколько раз произнесенная программа была, в которую человек поверил. Представляете, может ли она работать? А могут ли такие программы быть вам полезны? Конечно. Говорите себе, надо же, какая-то особенная. Все, когда едят, поправляются, а я как назло худею. Причем худею так колоссально, на килограмм еды, на 3 килограмма худею. Представляете, вот будете так делать, начнете худеть. Или будете говорить себе, вот когда ем кефир, то худею в животе, а когда ем яблоки, то щеки почему-то худеют. Ну что ж такое? Ну, в чем патология-то кроится? Конечно, вы представляете, это программы, которые нужно вот таким образом ставить. Не знаю, никто не может найти работу, а меня как назло все требуют. Уже прям на разрыв. А меня требуют и требуют. Одни предлагают, другие. Ничего не могу с этим поделать. Как назло прямо как-то вообще, как назло. Вы представляете, это же программа. Даже если это неправда, это будет срабатывать. Я просто это вам гарантирую. Существует такая мантра, которая убирает у человека проблемы, связанные с проклятиями в вашу сторону. Существует целый тип заболеваний ног и заболеваний рук, когда ноги и руки выкручивает. Ребята, от чего же выкручивает руки и ноги? Потому что проклятия в вашу сторону могут звучать, чтоб тебе ноги выкрутило и чтоб тебе руки выкрутило. В курсе? И после этого у человека начинается по-настоящему выкручивание ножек и выкручивание ручек. Так вот, существует мантра, которая звучит приблизительно как мантра от проклятий, действие которых целиком направлено на воздействие с целью поломать или изменить составляющие рук и ног. Эта мантра звучит часто очень, кстати. Во время того, когда человек читает эту мантру, у него проходят болезни рук и ног. Представляете, как ни странно, но это очень хорошо помогает при заболеваниях рук и ног. Эта мантра звучит так: пад лама, пад соха. Вот такая короткая. И давайте мы ее начитаем 108 раз. Пад лама, пад соха, 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 пад лама, пад соха. Падлама подсоха, 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 падлама подсоха. Падлама подсоха, 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 падлама подсоха,
Падламапад соха, падламапад соха, падламапад соха, падламапад соха, падламапад соха, падламапад соха, падламапад соха. Падламапад соха, падламапад соха, падламапад соха, падламапад соха, падламапад соха, падламапад соха, падламапад соха. Падламапад соха, 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 падламапад соха. Падламапад соха, 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 падламапад соха. Падламапад соха, падламапад соха, падламапад соха, падламапад соха, падламапад соха, падламапад соха, падламапад соха. Падламапад соха, падламапад соха, падламапад соха, падламапад соха, падламапад соха. Падламапад соха, 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 падламапад соха. Падламапад соха, падламапад соха, падламапад соха, падламапад соха, падламапад соха, падламапад соха. Падламапад соха, падламапад соха, падламапад соха, падламапад соха, падламапад соха, падламапад соха. Падламапад соха, падламапад соха, падламапад соха, падламапад соха, падламапад соха, падламапад соха. Если у человека не дышит кожа, то человек нагружен токсинами, скорее всего, его иммунитет находится в трагичном состоянии. Чем же можно помочь человеку? Я могу дать вам совет. Для того, чтобы заставить кожу нашу дышать, я могу дать совет обтираться заварами лаврового листа или отварами лаврового листа. В случае, это один из самых знаменитых советов, которые когда-либо давал. Объясню, что это такое. Именно лавровым листом поставили на ноги в свое время Илью Муромца, который, как известно, там никак не ходил и там чувствовал себя плохо. Во многих аюрведических учебниках лавровый лист ему поклоняются, о нем очень много говорят и говорят о том, что это очень там, лист, который связан там, с Богом Кришной, что если человека мыть лавровым листом, то человек становится красивым и у него появляется огромное количество сил. Дает физический тонус телу, и тело начинает хорошо дышать. Очень рекомендую это сделать несколько раз со своими детьми. Очень рекомендую. Как завар сделать? Его нет необходимости пить. Такой завар делается следующим образом. На 1 литр 1 столовая ложка измельченного лаврового листа. После этого этим лавровым листом можно взять губку и просто обтереть себя. Через 2 минуты смыть это все. На что это дает очень мощный тонус. Тело ощущает такой компонент, как энергия, какие-то внутренние силы, подъем настроения. Можно ли вывести лямблии и кандиду ребенку 11 лет? Аллергия, есть ли рецепт? Можно ли это сделать с помощью питья завара лаврового листа? Какая дозировка? Давайте еще раз скажу. Я совершенно не советую пить лавровый лист. Если заваривать лавровый лист, то это является ядовитым веществом. И человек может умереть, так как это проявится в виде реактивного панкреатита и тяжелейшего отравления организма. Поэтому по поводу пить лавровый лист, давайте еще раз скажу. Я этого делать не рекомендую. По поводу обмывания лавровым листом детей для того, чтобы были силы, я за. Дальше, как можно помочь ребенку, у которого есть аллергия? Я очень рекомендую. Необходимо ребенку помочь следующим образом. Если ввести в рацион питания ребенку кальций цитратной формы, то на протяжении 1 месяца у ребенка исчезают аллергии. Таким образом, можно очень с легкостью помочь такому ребенку. Здравствуйте, меня зовут Андрей Дуйко. Я хочу пригласить вас на свой новый семинар, который называется «Эзотерические заклинания» от Андрея Дуйко. Данный семинар – это семинар, который связан с определенными слогами, которые очень длительное время не были доступны обычным людям. Чем интересны эти слога и чем они отличаются от мантр? Мантры – это обычно песни, которые произнесены в честь определенных божеств,
в которые внесены тайные системы или тайные вибрации, которые могут позволить человеку очень медленно, но достаточно эффективно изменить свою судьбу. В заклинаниях, которые я буду давать, этих слогов, которые посвящены определенным божествам, нет. Данные заклинания – это определенные слова, которые соединяют в себе прямое подключение к определенным видам тайных энергий. Таким образом можно произнести слога, которые в течение дня сделают вас богатым и принесут материальное благополучие в вашу семью, а также могут сделать вас здоровым, а также могут сделать так, чтобы у вас пропали долги. Эффективность данных заклинаний колоссальная, они работают мощнее, чем мантры, много сотен раз. Я считаю, что это новый виток эзотерических знаний, которые скоро, а именно на следующей неделе, в пятницу, станут доступны и для вас на моем семинаре «Эзотерические заклинания» Андрея Дуйко. Андрей, здрасте. Подскажите, как защитить свое торговое место от людей, которые льют под торговое место? Спасибо. Ученица первой ступени. Могу сказать, что нужно сделать для того, чтобы защитить. Нарисуйте 7 кругов, каждый из... Я нарисую сейчас. Нарисуйте 7 кругов, которые будут последовательно замещены друг в друге. Выглядит так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Нарисуйте вот такой вот символ. Это 7 кругов, а в середине 2 запятых. Одна из них поднимается вверх, а другая вниз. Если разместить это даже за прилавком, то любое воздействие, которое может на вас происходить, будет возвращаться к тем людям, которые это делают. То есть люди будут сами себя воспитывать. Получается, вам льют, в итоге у них не получается. Это 7 кругов, которые друг в друге, и в середине 7-го круга, в середине 1 капля вверх, 1 капля вниз. Таким образом, 1 капля – это движение сатвической энергии, 1 ваджарной, 7 кругов – это отражатели. Почему цифра 7? Какие могут цифры улучшить материальное состояние человека? Это 4 четверки в квадрате. 4 четверки в квадрате привлекут в жизнь любовь. Если 4 пятерки в квадрате, то эти 4 пятерки в квадрате привлекут в жизнь деньги, конечно. Есть у нас семинар такой, этот семинар называется «Построение символов и знаков». И у нас есть девочка, она хорошие отзывы сделала, видеоотзыв на моей странице ВКонтакте Андрей Дуйко. Там девочка написала отзыв о том, как она построила талисман на приобретение себе недвижимости, и на протяжении года ничего не предвещало беды, а недвижимость осталась. Помнишь, да? И она показала свой вот этот талисман. Она говорит, а вот такой получился. У нас есть люди, которые на новогоднее программирование Нового года сделали бусики вязаные, помните? И эти вязаные бусики работали через систему простукивания, как я рассказывал, составили эти волшебные слова. В этом году это будет продолжаться. И вы представляете, на протяжении года все вот эти 3 желания или 7 желаний исполнились. Долгое время болею бронхитом, бросила курить, тяжело дышать и слизь в бронхах. Скажите, пожалуйста, что делать? Конечно, скажу. Сейчас. Раз у нас сегодня такой семинар эзотерический, бронхит можно убрать, если натирать белой бумаге грудь так, чтобы было горячо. Делать так много раз, это уберет бронхит. Бумага должна быть тонкой и белой. После этого эту бумагу необходимо сжигать. Ну, не обязательно, можно просто выкидывать. Берете лист белой бумаги, есть такая рулонная калька называется. В нее колбасу заворачивают. Можно взять и обыкновенную, там, любую бумагу, просто белого цвета, оторвать кусочек и очень активно этой бумагой тереть себе по передней части легких и задней части. После этого брать тарелку или там ведро какое-нибудь и туда эту бумагу сжигать. Если так делать так, чтобы очень горячо было, от бумаги горячо.
Если бумагой тереть, то будет очень горячо. Если вот так вот натираться и просить кого-то, чтобы сзади натирали, то бумага какое-то время нагревается, а потом жирнеет. После этого эта бумага очень хорошо горит, и человек перестает болеть бронхитом. Очень рекомендую эффективный метод. Эзотерический, необычный. Произносить при этом ничего не нужно. Здравствуйте. Как объяснить эзотерически? Все болит в правой стороне, локоть, бедро, зуб, железо под челюстью справа. Спасибо. Вы неправильно задаете вопрос. Как эзотерически можно убрать все болеющее с правой стороны? Вот на этот вопрос я с удовольствием, наверное, отвечу. И на этом существует очень такая интересная идея. Вообще эзотерики считают, что эзотерика считает, что все, что есть, любое зло или добро, все оно имеет материальную форму. Именно поэтому существует некая такая традиция, она называется бомпо, где рассказывается о том, что можно убрать любое заболевание, если использовать метод бомпо при засыпании. Каким образом? Закрытыми глазами перед самым сном необходимо представить, будто в тех местах, где у вас болит, там есть еще верхняя оболочка, как будто это некое существо или животное, которое вас прямо грызет в этом месте, толкает, упирается рогом или еще что-то делать. И мысленно, не шевелясь, вы должны многократно от себя это существо перед самым засыпанием отбрасывать.
Если после этого заснуть, то очень быстро избавитесь от всех абсолютно заболеваний, которыми вы страдаете. Это специально мной дано для всех людей, которые будут смотреть данный вебинар. Не являясь учениками школы Кайлас, я разрешаю всем абсолютно использовать данный метод. Пожалуйста, с удовольствием с вами им делюсь. Вы можете со мной общаться в моих инстаграм-страницах. Сейчас они появятся, да? Вот они. Вы можете на меня. Первый — это Дуйко ТФ, который посвящен тибетской формуле. Второй — Андрей Дуйко 5. Это мой персональный. Кайлас Ворд — это объединение людей эзотерической школы Кайлас. Есть еще один инстаграм-страница, она называется Дуйко Кайлас и РТЕ. Это объединяет и РТЕ, и Кайлас, и Дуйко, всех поклонников, наверное, всех соучастников. Это такая инстаграм-страница, можете тоже добавляться. Также я есть в Facebook, Андрей Дуйко на Facebook, это моя страница. Ну и большое спасибо за участие. До свидания. Всем. Если у вас есть бизнес и он не очень хорошо работает, то вам можно начать в офисе читать мантру. Давайте мы ее запишем. Ом Шрим Клим. Ом Шрим Клим. Как читать Ом? Здесь очень важно читать правильно. Вот так, на вдохе. Как будто свершилось. Поняли? Это как бы включение потенциала данной мантры. Поняли? Да? И после этого Шрим Клим. Почему? Я вам сейчас объясню. Видели, как бабки ёшки делают? Поняли, да? Вы точно так же должны делать. Это делать так. Поняли, да? Вы как бы наколдовали. Это не прикол. Ом Шрим Клим. Ом Шрим Клим, Шрим Клим, Шрим Клим. Так раз 5, 6, 7. Да подождите вы. Ом Шрим Клим, Шрим Клим, Шрим Клим. Делаете так несколько раз, вот так как бы брызгая водичку. И после этого произносите вторую мантру. Точно так же. Ом Дханат Дханат Дхимам. Ом Дханат Дханат Дхимам. Дханат Дханат Дхимам. Точно так же. Дханат Дханат Дхимам. Дханат Дханат Дхимам. Дханат Дханат Дхимам. Дханат Дханат Дхимам. Там час утром посвятили этому, это даст плоды уже на протяжении дня. Нельзя мечтать, что там будет много людей, они принесут вам много денег, потом вы эти деньги сложите в сумку, это все полная чушь. Это делается как раз вот так. Поверьте мне, вот смотрите, есть иголка, ей можно медленно там во что-то втыкать, и она не воткнется. А можно очень сильно с большой скоростью воткнуть, и она воткнется. Скажите, что быстрее, с очень большой скоростью или медленно? С очень большой скоростью. Точно так же и в эзотерике. Скорость — это самое важное, что есть в эзотерике. И скорость вашей психической мысли зависит от того, как работает ваша энергетическая структура и насколько массивна и упакована ваша психическая энергия. И я завтра расскажу, как это все можно научиться делать. То есть вот Эни Бенни Раба 3 раз будет достаточно для целого дня, чтобы там была торговля. Энергия для создания великолепного бизнеса. Можно так делать и на сайт. Можно так делать и на какую-то продажу там, квартиры и так далее. То есть это успех. Это как бы мантры, дающие успех и возможность создания чего-то. Так вот, если вы будете это делать, устроитесь на работу точно 100%, проверено. Если не получается, или вы идете устраиваться на работу куда-то, и у вас ничего не получается, делайте так. Берете соль, ложите вот так руку на голову, насыпайте сюда соль. Крутите по часовой стрелке или против часовой стрелки, ничего не произносите, подходите к форточке, эту щепотку соли выкидываете в форточку. Насыпаете вторую щепотку соли в кулечек, ложите этот кулечек себе в кармашек и идете устраиваться на работу. Когда придете домой, даже если не устроитесь, выбросьте эту соль из кулечка перед порогом своей квартиры.
Не было еще ни одного случая, чтобы выбросили утром соль и поехали куда-то, и не приняли бы на работу или не подписали какой-либо договор и так далее. Прикольно, да? Сколько раз крутить над головой, неважно. Все равно. Вот так крутят. В какую сторону? Вот так, по часовой. Так, покрутили, выкинули в окно, вторую щепотку положили. Вам надо машину продать, вы едете продавать машину. Щепотку соли выкинуть в окно, вторую с собой взять. Вам надо квартиру, щепотку соли, вторую с собой взять. Ничего не произносить не нужно, ничего. Покрутили, взяли щепотку соли, поехали. Если человек утром и вечером произносит «Ом дуалет зунди соха» и делает вот так ручками и представляет, будто у него 100 рук, то у него появляется сразу же, быстро работа. Если это практиковать долго, то очень быстро появляется работа. «Ом дуалет зунди соха». «Ом дуалет зунди соха». О, но не жунги, а дзунди. «Ом дуалет». Посвящена богине Лакшми. Ом Хрим Падма Джай Сохи. 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 В моей жизни был знакомый мужчина, который приехал ко мне и говорит: у меня было в моей жизни очень много женщин. Я жил с одной женщиной, она мне не подходила. Жил с другой женщиной, она мне не подходила. Если подходили финансы женщины, то не подходила она в постели. Если подходила в постели, то она мне не нравилась. Если она мне нравилась в постели, то не нравилось, как она выглядит. Если я влюблялся и мне нравилось, как она выглядит, то первое и второе не подходило. Как же мне жить или как мне выбрать? Когда он мне это говорил, я расставлял свои глаза и не мог поверить, что это слышу. Я ему тогда сказал: как ты можешь вообще делить человека на части? Ведь нужно, наверное, для тебя просто понять, что женщина — это одно целое. И делить женщину на первое, второе, третье — это неправильно. Ты должен просто понять для себя, что именно ты являешься тем ключом, который в дальнейшем и должен раскрыть эту женщину для себя, наверное, в виде вот таких ключиков или замков, которые, наверное, для тебя и являются кармическими. И если ты это сделаешь или поймешь, что я тебе скажу, то тогда эта женщина расцветет для тебя. Не нужно искать, ты ее не найдешь все 3 элемента или там 10 элементов. Потому что ты являешься судьей, а женщина для тебя будет являться подсудимой, и ты просто ставишь ей номера там, от 1 до 10, там, 3, в этом 5, в этом 8, в этом еще как-то, и это очень нехорошо. А ведь если ты начнешь жить с женщиной и плавно через ухаживание, через какие-то, наверное, через нежность, через желание владеть этой женщиной, откроешь ее для себя, то эта женщина будет как очень дорогой камень, а ты будешь тем, наверное, перстнем, в который этот дорогой камень. Это очень важно. Именно поэтому женщина создает для мужчины эмоции. Это важно жить с женщиной, которая нравится для мужчины. Важно женщине жить с тем мужчиной, который ухаживает, там, дарит подарки, как-то эмоционирует. Важно дарить подарки. Почему? Потому что даришь подарки и женщине хорошо, и тебе от этого хорошо, и ты радуешься. К чему дарят подарки? Для чего это делают? Это делают для того, чтобы быть богатым человеком. Я уже давно понял, что если я своей жене делаю хорошие, дорогие подарки, то тогда я живу богато. Понимаете? Поэтому я стараюсь постоянно делать хорошие подарки. Понимаете? Хорошие подарки, радовать близких, покупать там то, что особого значения не имеет, но зато может создать какой-то качественный, чувственный момент. Там, конфетки в виде сердечек, как вчера, или там какие-то цветочки, или там какую-то открыточку, или там просто на руках поподнимать там кого-то. Понимаете? Это же все эмоции. Для кого это делаю?
И для них, и для себя. Почему? А здесь есть тайна. Если у вас в семье живет 10 человек, то и даже если ребенок испытывает состояние счастья, то оно прибавляется к вашему материальному достатку на следующий день. А что делает человек? Он пришел и начинает. Ребенка одного обидел, ребенка другого обидел, если их двое. Если там их 6, каждых из 6 обидел, после этого на всех обиделся, 10 человек воспитал, поорал, вытаращив глаза, и после этого на следующий день пошел на работу. А там ни везение, ни успех, никто не хочет, никто не соглашается, ничего не покупает, куда бы ни всунули, везде ничего не прорастает. Почему? А как может быть? Почему? Особенность семьи заключается в том, что вот эту энергию нарабатывают еще и все. Поэтому старайтесь в семье с 6 до 11 эмоционировать так, чтобы и у них за счет вас появлялось состояние радости. Почему? Если они радостные, то тоже у вас будет все получаться. Подарили маме 100 рублей, и она рада лежит, правильно? Купили там кому-то какую-то тряпочку на голову, или обернули там кого-то, или там какую-то дали, я не знаю, будь что. Это очень важно. Люди не зря заметили, что если вечером все уставшие пришли, то говорят вечернее застолье. Да? Некоторые люди умудряются делать вечерние застолья. И это первое время материально помогает. Почему? Во время застолья, если умудряется никто не поругаться, а посидеть, ладно, в тепле, там, знаете, пообниматься. Если нету особо сдвинутого человека, и все ладненько, так тепленько посидели с цветочками, с тарелочками, без выяснения обстоятельств, не накидавшись, без дискотеки, без мордобоя, что попало, да. И после этого умудрились еще и там стихи почитать или даже там на трубе поиграть, то после этого на следующий день и доход какой-то, несмотря на то, что плохо. Представляете, да? А то, что вы утром испытываете, это уже не важно. Если до обеда неплохо, то тогда вечером не забывайте снова испытывать состояние счастья. Девятка. Ми. Или по-другому эфир. Ми. Эфир. Там такой язык. Хе, ми, дуй, фу. Эфир. Ми. Качество. Непонятность, глупость, тупость, космонавтика. Да. Непонятность, глупость, тупость, космонавтика. Дальше. Решительность и стремление. Не-не-не, девятки очень сосредоточенные люди. Итак, все виды общественной деятельности. Работа с большим количеством людей. Из девяток получаются талантливые военачальники. Практически могут заниматься любой предпринимательской деятельностью, всегда будет преследовать успех. Почему? Они гнут свою линию, понимаете? Особенность девятки в том, что она всегда гнет свою линию. То есть она будет говорить всем, почему? Глупость, тупость заставляет этого человека не видеть, что кому-то плохо, кому-то хорошо. Он просто делает свое дело, пхнет всех в бой и все. И ему все равно, понимаете? То есть он не видит. Знаете, у девяток есть проблемы. У девяток есть проблемы, они не воспринимают людей. То есть они живут полностью поглощенной своей внутренней жизнью какой-то. Знаете, для них люди это просто, ну ничего, и так бывает. Понимаете, это люди, которые в дальнейшем очень серьезно болеют психическими заболеваниями, паническими атаками, преследованиями и вообще маниакально-депрессивными состояниями. Девятки больше всех могут этим болеть. У девяток есть одно качество. Они очень решительные, у них отсутствует страх и лень. То есть это люди, которые хотят, делают и всегда. То есть если есть бандитская группировка и там девятка, то они будут всегда на протяжении жизни конкретно, будет подставлять людей, будет делать схемы. Для девятки просто человек не имеет значения.
не дай бог президента девятку, стране будет полный конец вообще. Потому что девятки, они живут по принципу такому, при котором они людей где-то не воспринимают. У меня ребенок девятка, и страх, и лень, все в порядке. Ничего, он просто живет сейчас в вашем энергококоне. Девятка, она не воспринимает людей просто, и ей удобно сказать, что у нее страх и лень и так далее. Вот когда она станет... Очень интересные слова написали мне в комментариях под видео, написали следующие слова. Андрей Андреевич, вы представляете, вот за те практики, которые вы выполняете, за все придется платить. Кто-то за это же платит. Хочу вам сказать, за то, что вы живете, вы платите каждой секундой своей жизни. Вы, наверное, забыли. Каждую минуту вы умираете. То есть кто за что платит? Друзья мои, мы живем и платим своей жизнью. Что у человека дороже его жизни? Его жизнь. Таким образом, чем вы рассчитываетесь в тот момент, когда вы живете? Своей жизнью. Поэтому, создав человека, Бог сделал все таким образом, чтобы плату взимать тут же после того, когда он его сделал. То есть человек думает, что он живет бесплатно. Нет. Человек не живет бесплатно. Почему? Каждую минуту своей жизни он рассчитывается тем, что он эту минуту отдает в виде платы за свою прожитую жизнь. За все придет расчет. Естественно, когда вы живете, вы этот расчет производите тем, что вы плавно умираете. Конечно, человек говорит, нет, я буду жить вечно. Друзья мои, насколько я знаю, из всех подтвержденных данных, которые есть, из этих всех подтвержденных данных не было ни одного человека, который бы не умер. Конечно же, я не хочу вдаваться в религию. Именно поэтому, когда вы думаете, что вам ни за что не приходится платить, знайте, вы за все в своей жизни платите тем просто, что вы живете. Каждую минуту у вас одни клетки изменяются на другие клетки, метаболизм клеток изменяется, там что-то происходит. Таким образом, наша жизнь и оплата происходит в том, что вы живете. Именно старость является оплата за прожитую жизнь. Смерть является квинтэссенцией нашей жизни. Именно поэтому, когда вы читаете мантры, знайте, вам ни за что не придется платить. Когда вы читаете заклинания, знайте, вам ни за что не придется платить. Все, завтра у нас работа с солнцем, завтра у нас работа при помощи техники улыбки. Что у нас будет завтра? Завтра мы все-таки закончим все, что связано у нас с магией денег. Все-таки проведем эту женитьбу уже наконец-то концов. Допишем технику улыбки, моя самая любимая практика. И завтра мы начнем заниматься построением ритуальной защиты. Если вы занимаетесь целительством, делаете это без ритуальной защиты, гаплык произойдет. Если у вас есть ритуальная защита, то никогда ни одна какашка не может на вас повлиять никак. А также, если на вас будет кто-то влиять, тут же будет вылазить со всех мест, и там все будет выползать, и также по голове бить вслед. Того, кто... Да, тот, кто вам что-то делает. Поэтому после ритуальной защиты, когда вы ее будете ставить, можете знать, да нереально на человека ничего поставить, нереально. Ну вот нереально. А если у вас где-то болит, то это не порча и не сглаз. Это значит уже проблемы со здоровьем. Понимаете? Итак, для того, чтобы поставить ритуальную защиту, как она быстро ставится или как она долго ставится, показываю. Сколько времени заняло? А это длится сутки. 10 секунд. Влад, ты выучил? Влад, ты выучил? Я запомнил. Ну вот, Влад запомнил. Запомнил сразу. Там 10 этих мантр, там они... Каждый человек, помимо своего индивидуального запаха, помимо своего индивидуального свечения и даже помимо своего индивидуального внутреннего...
Подскажите, пожалуйста, янтарь в форме сердца кулон можно носить? Можно, тогда не даст обмануть вас. Человеку полезны камни желтого цвета. Это сердолик, это раухтопаз, это янтарь, о, янтарь. Почему? Это делает человека теплым и ближе к Богу. Вообще все остальные камни – это камни, которые, по идее, не особо дают человеку хорошую энергию. Камни, как и море, как и небо, высасывают энергию из человека. Тогда какие нужны? Янтарики нужны на уши, чтобы успокоило. Почему? Янтарь – это дерево, только окаменевшее. Одеваешь дерево и сам как дерево. Сидишь, тебе только водичка вдохновляет и больше ничего. При этом из-за того, что этот камень желтого цвета, я вообще считаю, что янтарь является одним из самых эзотерических камней. Почему? Он печень лечит, он человека настраивает на тепло. Если носить янтарь, к тебе лучше относится. Но янтарь должен быть, чем больше, тем он теплее. Если женщина не может выйти замуж, янтарь нужно носить. При этом, если женщина молодая, более белых цветов. Если очень взрослая, более темных цветов таких. Теплые цвета. Самый лучший талисман – это талисман янтарный шарик. Обычный янтарный шарик, который одет просто на цепочку. Ношение янтарного шарика дает в жизнь человеку яркость, а также исчезают люди, которые хотят этого человека обманывать. То есть не будет людей, которые будут вас обманывать. Если вас часто обманывают, вы хотите проверить вашего мужчину на то, любит он вас или нет, оденьте на грудь шарик, сделанный из янтаря, или шарик из золота, носите на себе. Таким образом, человек перестает вас обманывать. Если вас очень часто обманывают, носите на себе, на груди шарик, связанный ниточкой, сделанный из чистого, настоящего, непрессованного янтаря. Не обязательно прозрачный. На самом деле, чем мутнее он, тем лучше. Прозрачный хуже. Дыхание нам-я. Если практиковать тайное дыхание индийских саманов, в переводе на русский язык шаманов, которое называется нам-я, то человек худеет. Данное дыхание выполняется в 2 этапа. На вдохе человек произносит звук нам, на выдохе произносит звук я. Выполнять необходимо 108 раз. Выполняется следующим образом, как я покажу. Человек начинает очень быстро, эффективно дышать. Вот так. И перебирает при этом четки. Данное дыхание гармонизирует обмен веществ у человека. Человек становится более молодым, нормализуется повышенная или пониженная кислотность желудочно-кишечного тракта. Также буквально это гармонизирует и убирает ожирение. Как ни странно, данный метод приводит к омоложению. Итак, дыхание нам-я, мы закончили с этим дыханием. Практикуйте это дыхание с утра, и после этого будете за счет этого дыхания худеть. Дальше. С вами был Андрей Дуйко. Также не забывайте, у нас есть наша социальная сеть, она называется впотоке.ком, очень рекомендую. Присоединяйтесь к нашей социальной сети впотоке.ком. С вами был Андрей Дуйко. Не забывайте, эзотерика управляет миром. До свидания. Можно ли пить лимонный сок при пониженном давлении? Можно пить лимонный сок при пониженном давлении. Если есть такая книга, ее можно найти в интернете, называется «Лечение лимонным соком». Когда-нибудь почитайте. Лимонный сок эффективно лечит следующие заболевания: пилонефрит, заболевания желудка, язву двенадцатиперстной кишки, панкреатит. Одним словом, он очень хорошо реагирует, вернее, он очень хорошо действует на заболевания желудочно-кишечного тракта. Я в свое время находился в Египте, и приехала ко мне женщина, она приехала из Америки, химик, и я с ней разговаривал, и говорю ей, как может
кислота лимонного сока снизит человеку кислотность. Это же абсурдно. Все дело не заключается в кислоте лимонного сока, а заключается в пигменте лимонного сока, который находится в лимонном соке. Этот пигмент очень эффективно снижает кислотность желудочно-кишечного тракта. Ну тогда стало все понятно. Раз пигмент, то тогда это же другое дело. Лимонным соком вывела камни из почек. Да, лимон, да. 1 месяц примерно. Да, лимонный сок может убрать камни в почках. Лимонный сок лечит, как ни странно, язвенное заболевание желудка. Сейчас очень смешно, но лимонный сок улучшает качество зубов, вы представляете, хотя нам постоянно говорили, что лимонный сок нужно только через трубочку. Если полоскать лимонным соком, кариес исчезает вообще, и, перестают болеть зубы, перестают разрушаться вообще. При этом исчезают там кровоточение десен, что-то совсем не то, знаете. Если полоскать рот и сплевывать лимонный сок, то тогда исчезают пробки в гландах, которые часто мучают людей. Плохой запах исчезает. Я считаю, что это очень полезно. Сам я принимаю, я не очень люблю лимонный сок, я пью обычно грейпфрутовый сок. Грейпфрутовый сок помогает избавиться от ожирения, не поправляешься на фоне его приема. Я пью полстакана утром и такой полный стакан вечером. И за счет этого удерживаю вес в форме. То есть не поправляюсь, так как заниматься физическими упражнениями, к сожалению, совершенно нет времени. Итак, сексуальность – это то, что необходимо женщине, и то, что совершенно не нужно мужчине. Я считаю, что мужчина, который считает, что он сексуальный, стремится стать женщиной, и в дальнейшем его ждет гомосексуализм. Таким образом, если женщина хочет быть сексуальной, для нее это нормальный процесс. Поэтому женщина может подойти к женщине и сказать: надо же, Надя, у тебя такие красивые губы, да, Лиля, губы красивые. Но ни в коем случае нельзя делать так, чтобы мужчина к мужчине подошел и сказал: Ваня, у тебя такие красивые губы, знаете, это же нехорошо, ты такой сексуальный, это же неправильно. Таким образом, если мужчина хочет быть сексуальным, то он хочет быть шутом или гомосексуалистом. Мужчине не нужно быть сексуальным, для него гораздо важнее быть реализованным. Очень важно не общаться с Богом, и не нужно быть благодарным Богу. Существо, которое проявляет необусловленную любовь, вдруг находит существо, которое говорит, что я люблю тебя за то, что ты мне что-то делаешь. Тогда, если тебя любят за то, что ты благодаришь кого-то, то тогда, скорее всего, это выглядит в виде такой духовной проституции. Таким образом, если вы считаете Бога проституткой, то тогда ему нужно все время говорить спасибо за это, спасибо за это, спасибо за это. Тогда вы его используете. Скажите, божество делает для нас безвозмездно дары этой жизни. Что такое Бог? Хотите, я вам расскажу? Бог — это время.